Друзья, приветствую вас на канале Усадьба Рыболова. Меня зовут Алексей. Сегодня я займусь постройкой нового забора, так как старый простоял уже лет 100, и ему требуется реконструкция. Причем желательно с минимальными вложениями, поэтому использовать буду только подручные материалы, которые найду у себя во дворе. В общем, без лишних слов иду переодеваться и приступаю к работе. Первым делом займусь демонтажом. Сниму шиферные листы и отсортирую хорошие от поврежденных. Некоторые листы были прикручены саморезами, а некоторые прибиты гвоздями. Саморезы, которые не хотели выкручиваться, приходилось им срезать шляпки болгаркой, а вытягивая гвозди, нужно проявить аккуратность и подкладывать под гвоздодер деревянный брусок, чтобы не повредить, не поломать шифер. Бруски и столбы дубовые, а в дуб довольно сложно не только забить гвоздь и вкрутить саморез, но и вытащить его. Наверное, кому-то будет неинтересен весь процесс постройки, поэтому, пока вы не выключили видео, хочу попросить вашего совета по поводу покраски шифера, желательно бюджетным и проверенным способом. Возможно, кто-то сталкивался с покраской шифера, и я буду рад любой информации об этом процессе. Наверняка там есть свои нюансы. Домашние животные не дают скучать и радуют своей преданностью. Кстати, из-за одного из питомцев мне придется делать фундамент для этого забора. Че прогнал? Наикоса. Не для того, чтобы забор держался крепче и не проседал, а чтобы Карлос не смог больше делать подкопы и несанкционированно покидать территорию двора. Если я решу сходить в магазин и не возьму его с собой, то можно не сомневаться, что через несколько минут он будет бежать рядом по дороге и подлазить под каждый соседский забор, обгавкивать кошек и собак. Хотя столбы и дубовые, но, как видите, время взяло свое, и та часть, которая была в грунте, почти полностью сгнила, хотя сердцевина все еще имеет прочность. Сейчас нужно заняться уборкой и очистить от ненужной растительности место, где будет находиться новый забор. Теперь можно приступать к разметке. С помощью натянутой веревки можно отдать ровную линию по всей длине забора. А если эту же веревку выставить горизонтально с помощью гидроуровня, то от нее можно будет отталкиваться при заливке фундамента и постройке каркаса для будущего забора. Воду в трубке гидроуровня можно подкрасить с помощью пищевого красителя или зеленки. Вдвоем, конечно, намного быстрее произвести разметку, но если закрепить одну сторону трубки, то можно справиться самостоятельно. Старые столбы от забора можно применять при монтаже опалубки для фундамента. Как я уже говорил, основная цель фундамента – это не удержание забора, а не дать возможность рыть Карлосу новые подкопы. Поэтому немного углубляюсь в грунт и с помощью подручных средств делаю небольшую опалубку. Теперь горизонтально натянутая веревка также горизонтально поможет выставить опалубку. Эй, рыбнадзор. Че кричишь? Проверка пришла. Рыбнадзор. Где там Карлос? Карлос. Иди сюда. Присыпаю грунтом зазоры между землей и опалубкой, чтобы цементный раствор меньше протекал. Наполнение фундамента в основном будет из битого кирпича и камня, извлеченного из подкопов под заборами, которые делал мой пес. Давай.
Рыбки хочешь? Вот завтра, наверное, схожу. Пока будет застывать первая часть опалубки. Первая часть бордюрчика. Я схожу к тебе за рыбкой. Договорились? В качестве арматуры старая проволока и другой хлам, который должен был отправиться в металлолом. Все максимально экономно. Цементный раствор делал 1 к 3, 1 к 4, но только потому, что он пролежал в гараже больше года и немного хватанул влагу. А из свежего цемента я делал бы 1 к 5, 1 к 6. В раствор добавляю больше воды, чтобы он проникал между камнями и арматурой. Верхнюю часть фундамента заливал уже раствором, перемешанным с мелкими камнями и щепками. Теперь остается немного утрамбовать и подровнять. О, рыбнадзор не дремлет. Контролирует каждый мой шаг. Нужно обязательно сходить для него за рыбкой на речку. Уж очень больно он ее любит. Иди обходи. Вот так. Ну что, на сегодня все. Вроде неплохо получилось, все ровненько. Завтра сниму опалубку, когда немного подсохнет. Передвину на следующую секцию и буду продолжать. Теплица, разбитая прилетами минометных снарядов, теперь послужит столбами для нового забора. Некоторые столбы я отрезаю с большим запасом по длине, далее вы увидите почему. Столбы устанавливаю на те места, где были дубовые. Они тоже были забетонированы, и трубы туда замечательно входят. И опять же будет экономия по материалу. Теперь можно снимать опалубку и переносить ее на следующий сектор. Здесь уже знакомая процедура.
битый камень, арматура, и можно заливать раствор. К установке столба нужно отнестись более тщательно и с помощью обрезка прутка хорошенько утрамбовать бетон и выставить его по уровню и по высоте. Когда фундамент готов и столбы установлены, можно приступать к монтажу каркаса, к которому будут крепиться шиферные листы. Из обрезков толстого металла я вырезал вот такие пластины, которые с помощью электродуговой сварки закреплю к металлическим столбам. И уже в свою очередь к этим пластинам на саморезы буду крепить деревянный брус, так как профильной трубы в достаточном количестве у меня в хозяйстве не нашлось. Прораб снова на месте, поэтому расслабляться не приходится. Текай, сейчас зайчиков наловишься от сварки. Пластины оказались из очень прочного металла. Никакие сверла, которые были в моем расположении, не хотели его сверлить. Ну, очень много времени заняла эта работа. Плюс постоянная подточка сверл. Бруски от старого каркаса хоть и кривые, но они дубовые и смогут прослужить еще много времени. Поэтому выбираю одну плоскость более-менее ровную и использую их в работе. Измеряю длину между столбами и нарезаю брус в нужный размер. Чтобы очень кривой брус выровнять хотя бы в одной плоскости, приходилось его резать на более короткие куски в местах его наибольшего изгиба. Жучок чуть не попал под фрезу торцовочной машины. Пришлось его прогнать. По срезу видно, что древесина еще послужит какое-то время. Лет 100, я так надеюсь. Выкладывая на ровной поверхности нарезанные бруски, соединяю их с помощью деревянных ляпух. Все из тех же брусков. Недостающую часть каркаса делаю из относительно новых, но уже сосновых брусков. И равняю их по тому же принципу.
Чтобы уже повидавшие виды строительные материалы прослужили дольше, покрою их отработанным моторным маслом. Ну вот, каркас полностью готов. Как это ни удивительно, получилось довольно ровно и достаточно надежно. Ну что ж, осталось дело за малым. Закрепить шиферные листы и, возможно, когда-нибудь их покрасить. Закреплю сегодня, но с покраской буду ждать ваших рекомендаций. Почему все делаю не из новых материалов? Ну, по-моему, ответ очевиден. Еще немного пересортирую листы. Хорошие пойдут на самую видную часть, а те, что с пробоинами, пойдут в дальнюю часть двора. Стоит учитывать, что в сильный ветер установку забора осуществить непросто. Поросность листа на ветру дает о себе знать. Даже будучи сильным и крепким, с силами природы совладать порой очень сложно. Все листы устанавливаю на заранее подготовленные брусочки, чтобы внизу был равномерный зазор. Делаю разметку, чтобы проще было попасть саморезами в брус. И начинаю крепить шиферные листы. Если просверлить или пробить гвоздем отверстие в шифере, то работа пойдет быстрее. Выставляем следующий лист и продолжаем крепление. Удобный лайфхак строителей. Карандаш можно положить за ухо, и он всегда будет под рукой. И еще один лайфхак теперь от кровельщиков. Волновой шифер на крыше всегда крепит гребень волны, потому как основная часть воды идет по внутренней части волны. Соответственно, если крепежное отверстие будет сверху, то шанс протечки минимален. Для забора же наоборот, лучше крепить вовнутрь волны, дабы избежать продавливания шифера саморезом. Ну что, большая часть уже закреплена, дальше по аналогии. Правда, есть еще один нюанс. Если забор длинный и есть перепад уровня по горизонту, то придется либо через какое-то расстояние делать ступеньку со смещением по верху, по листам, либо, как в моем случае, делать ступеньку по фундаменту и подрезать шифер снизу, чтобы не портить внешний вид. И поверху у меня весь забор в уровне. Мне так больше нравится, тем более, что перепад всего 100 мм. Обрезал я листы с помощью болгарки и круга по бетону. На последнем листе болгарка сломалась, возможно потому, что наглоталась шиферной пыли. После ремонта судорожно проработала секунд 30 и больше не включилась никогда. Последний лист пришлось подрезать по старинке с помощью гвоздя и молотка. Ну вот все листы закреплены, и теперь я расскажу, для чего же я все-таки оставил несколько столбов с запасом по высоте на участке забора, который примыкает к дому. Мне кажется, что здесь неплохо было бы организовать какое-то хозяйственное помещение, а именно дровник или дровник. В общем, помещение для хранения дров. Две боковые стены уже есть. Остается сделать крышу. Торцевые же стены можно не делать, я думаю, это только улучшит вентиляцию и ускорит сушку дров. Столбики нужно подрезать в размер и закрепить на них брус. Второй брус закрепить на стену дома. После этого можно крепить стропила, обрешетку и шифер. Ну как вам такая идея? Я всегда рад вашим комментариям, и советы, рекомендации, которые вы мне оставляете, очень часто меня выручают. Так что не забудьте оставить пару слов под видео. На этом буду с вами прощаться. Всем мира, добра и до встречи в следующих видео. Пока.